Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Чего мы только с вами не шили. Из самых разных тканей, самыми разными способами. Но недавно перебирала свои запасы лоскутиков. Ну вы ж меня знаете, что ни один кусочек ткани не могу просто так выкинуть. И обнаружила несколько обрезков. Ну ни богу свечка, ни черту кочерга. Но вы же знаете, что птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Поэтому для начала все ткани тщательно проутюжим. Для этой работы отбирала лоскутки, которые легко осыпаются, полотняного переплетения. Знаю, что обычно с ними не очень любят работать. А сейчас я вам раскрываю самый главный секрет работы в этой технике. Вам про него никто не скажет, потому что его никто не знает. Работать будем с полосками ткани шириной 2 сантиметра. Итак, внимание! Они должны быть выкроены под углом 45 градусов. На каждом лоскутке определяем направление нитей, а срезы делаем по косой. Длина полосок маленькая, 3-4 сантиметра. Да, сейчас будем пристраивать всю эту мелочь. Видите, они даже немного тянутся. А в качестве основы возьмем кусок плотной, крепкой ткани. Можно сразу же нарисовать границы. Отступим примерно по 3 сантиметра с каждой стороны. А внутри чертим карандашом параллельные линии. Облегчаем себе работу. Технология работы самая простая. Укладываем наши полоски и нашиваем их на основу. Эти полоски могут быть и в 3, и в 4 слоя. Делаем плавную растяжку цвета. У меня серый, потом сиреневый и розовый, а завершаем бежевым и светло-желтым. Строчку делаем мелкой, крепкой. Цвет ниток нейтральный, светло-серый. Все слои ткани должны быть очень хорошо прошиты и не один раз. Дошили до конца ряда, прошиваем все еще раз, возвращаемся к началу. Отшитые ткани приподнимаем, отгибаем и, насколько возможно ближе, пришиваем второй ряд лоскутков. В этом способе работы сложно рассчитать, насколько хватит цветных кусочков. Но от этого работа становится все более интересной и неповторимой.
так мы шьем и шьем, постепенно заполняя всю основу. Какие-то ткани заканчиваются, мы вводим в работу новые цвета. Переход цвета получается очень плавный и интересный. Когда все полотно зашито, переходим к раскрытию интриги. Нам надо все это тщательно вычесать жесткой щеткой, но перед этим хорошенечко разомнем заготовку в руках. Вы помните, что мы ткани резали под углом 45 градусов. Срез получается косой. Нитки по краям разлохмачиваются, но не осыпаются. А вот уже после того, как мы все размяли, можно еще раз все хорошенько прочесать щеткой. Кстати, после стирки изделие станет еще пушистей. На изнаночной стороне видны следы швов. Можно их закрыть. Ткань для обратной стороны можно укрепить уплотнителем, прошить их вместе, потом сложить вместе с красивой лоскутной деталью и окантовать. И получается у нас очень интересная, оригинальная и необычная лоскутная миниатюра. Мастерицы таким вещицам дают условное название «прихватка», а мы скажем «украшение на кухню», которые можно использовать и по прямому назначению. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. В такой технике можно сшить и декоративную подушку, и сделать сумку или косметичку. Про себя в этой технике я дала название «Северное сияние». Действительно, переход цвета напоминает это природное явление. Всем желаю удачного творчества. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!